Григорий и Надежда жили в деревенском доме довольно далеко от цивилизации. И когда наступала зима, дороги замело, более того, в этих таежных территориях вообще была достаточно трудная жизнь. В зиму нужно было заготавливать достаточно большое количество угля, а угля как раз не хватало. Вообще сезон выдался каким-то скудным. У соседа, который жил одиноко, практически не оставалось припасов. Да и у Григория с Надеждой тоже было мало еды, хотя всегда полки были наполнены разнообразными заготовками. Но засушливый год не принес ничего особенно полезного, и приходилось довольствоваться только мизерным количеством консервов, которые удалось изготовить из небольшого количества выращенных растений, а также полученных в лесу. Для того, чтобы справиться с холодами, Григорий отправился на заработки. Нужно было получить какие-то деньги, чтобы купить топливо для дома. В итоге за работу удалось получить целый автомобиль дров, и авто приехало раньше самого Григория. Надежда начала волноваться, хотя радовалась тому факту, что появились дрова. После этого она в один из дней увидела, что пришел ее супруг, который обнадежил ее и сказал, что заплатили даже какие-то деньги, и теперь будет возможность нормально прожить. Надежда порадовалась этому факту и стала накрывать на стол. Благодаря запасам получился достаточно хороший обед и возможность вдоволь поесть. Этому радовался и всеобщий любимец по имени Феликс, которого еще щенком пожилая пара взяла к себе и вырастила полностью. Этот щенок появился примерно тогда, когда и лисенок по имени Ася у соседа, за которым Надежда, будучи фельдшером, периодически присматривала. На протяжении многих дней пытались они как-то отвадить двух животных друг от друга, ведь они непрестанно бегали и суетились по участкам, устраивали подкопы, в общем, доставляли много беспокойств, в том числе и делали дырки в заборах. Однако со временем стало понятно, что эти животные просто неразлучны, и поэтому трудно с этим что-то сделать. Так и оставили. И теперь Феликс, наверное, думал также о своей подружке-лисичке, которая жила в соседнем доме. Поначалу, когда накрыли на стол, он привычно лег поблизости и стал ожидать, что ему что-то вкусное перепадет. Но вдруг ни с того, ни с сего начал бегать по дому, вставать на задние лапы у подоконника и смотреть в сторону соседской избы. Поначалу, когда он подбегает к Надежде, начинает тянуть ее куда-то, заподозрили, что он выпрашивает себе что-то со стола. Григорий положил большую миску картофеля с мясом, но Феликс даже не притронулся к этой еде. Тогда стали осознавать, что дело в чем-то другом, и Григорий выглянул в окно и увидел, что в соседском доме отсутствует дым из печной трубы, значит, сосед не отапливает или перестал протапливать печку. Учитывая то, что у него и без того было достаточно мало здоровья, он начал беспокоиться и сказал: «Собирайся, Надежда, нужно пойти проведать». Они вдвоем оделись и отправились в соседнюю избу через полнейшую пургу. Дверь была занесена полностью снегом и практически промерзла, пришлось приложить усилия для того, чтобы войти внутрь. Там была полнейшая темнота и холод. В итоге зажгли свечу для того, чтобы понять, что происходит. В итоге, когда Надежда сумела отыскать и зажечь свечку, она увидела нечто невероятное, и зрелище, наверное, каждого смогло бы удивить. Две лисицы согревали старика. Тем самым спасли от смерти. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.